Вы когда-нибудь видели лицо в тени, фигуру в окне, где никого не было, или череп на стене, где всего лишь облупилась краска? Это не призраки, это параидолия. Способность нашего мозга видеть знакомые образы там, где их нет. Но иногда эти иллюзии бывают слишком реалистичны, настолько, что хочется спросить, а точно ли это всего лишь игра воображения? Вы на канале «Дом среди лавров». И сегодня я покажу вам самые жуткие параидолические снимки с Reddit, от которых по спине пробегает холод. Готовы взглянуть в глаза иллюзии? Странная фигура, заснятая в глуши леса. Пользователь с ником Dystopia321 опубликовал этот загадочный снимок с камеры, установленной глубоко в лесу. Камера была настроена на автоматическую съемку при движении, чтобы фиксировать оленей и другую дикую живность. Но однажды ночью она сработала и запечатлела нечто. В кадре явно не животное и точно не человек. В это время в лесу никого не могло быть. К тому же объект двигался, иначе камера не сработала бы. Что это было? Силуэт выглядит пугающе странно, ни на кого не похож. Природная аномалия, ошибка камеры или нечто, чему не место в нашем мире. Многие говорят, что это сова, и сам автор сделал вывод, что вполне вероятно, что это действительно сова. Загадочная фигура на старом кладбище в Вене. Пользователь с ником SceneShadow01 поделился снимком, сделанным в 2012 году на центральном кладбище Вены, одном из крупнейших в Европе. Это была обычная школьная фотопрогулка. Тихо, пусто, никого рядом. Автор уверяет, в момент съемки в кадре не было ни души. Но позже, просматривая фото, он заметил нечто странное. Посреди кустов и деревьев силуэт, похожий на человеческий торс и голову, будто кто-то стоит в глубине кадра и смотрит прямо в объектив. Возможно, это всего лишь оптическая иллюзия, игра света, веток и листвы, но атмосфера у снимка действительно жуткая. Тень на полу. Странное фото из особняка Лемпа. Пользователь Jester0745, по его словам, действующий полицейский. Он поделился этим снимком, сделанным во время экскурсии по печально известному особняку Лемпа. Особняк принадлежал семье успешных пивоваров и прославился серией самоубийств его обитателей. В этот день он пошел на платную экскурсию вместе с друзьями. Гид вел группу по основным комнатам особняка, но доступ к некоторым помещениям был закрыт. Разочарованный Джестер стал отставать от группы и незаметно заглядывать в открытые комнаты, куда экскурсию не вели. В одной из таких комнат, старой ванной, он сделал этот снимок. На фотографии можно заметить еле заметную тень, которая похожа на чьи-то ноги. Она отражается прямо на кафельной плитке. Он утверждает, он был один в комнате. Позади не было источника света, способного создать такую тень. Камера старая Nikon, без фильтров и эффектов. Он заметил странность только после того, как загрузил снимки в соцсети. В комментариях люди сошлись, что это просто отражение. Вот пример одного комментария. Вот что происходит, когда вы снимаете со вспышкой в комнате. Вспышка рассеивается, отражается от близ лежащих предметов, отбрасывая тени, основанные на их форме, при этом продолжая немного светиться на фоне блестящей в каком-то смысле плитки. Тут нет абсолютно ничего паранормального. Лицо в темноте.
Фото, которое не дает покоя с 2013 года. Пользователь Outrageous Flight 77 делится кадром, который он сделал вскоре после трагедии, изменившей его жизнь. В 2012 году его двойняшка-сестра покончила с собой в возрасте 15 лет. Спустя несколько месяцев он получил свой первый смартфон и начал пробовать камеру. В одну из ночей после 10 вечера, в полной темноте своей комнаты, он сделал несколько снимков своей собаки с фотоспышкой и фильтром сепия. И только через недели он заметил что-то странное на фоне. На одном из снимков – лицо, очень похожее на лицо его покойной сестры. Глаза полны слез, выражение почти живое. Вокруг светящиеся шары и треугольная фигура, словно сложенный символ. Важно, в комнате не было зеркал, шторы были плотно закрыты, источником света были лишь тусклые гирлянды у двери шкафа. Снимки были сделаны один за другим, и только на одном из них проявилось это лицо. Он пишет: «Это фото тревожит меня уже много лет. Я не могу найти рационального объяснения тому, что там появилось, но я до сих пор чувствую, что это было что-то настоящее». Призрак или блик объектива. Загадочные фото с семейного кемпинга. Пользователь Borderline Brain Dead поделился серией странных фотографий, сделанных более 10 лет назад его отцом во время обычной семейной поездки на природу. Снимки были сделаны на цифровую камеру, и, как уверяет автор, никто в тот момент ничего необычного не почувствовал. Ни холодка, ни звуков, ни тревоги. Просто теплый день на природе с близкими. Но все изменилось, когда отец стал просматривать фотографии позже. На нескольких снимках, снятых с разных ракурсов, появляется странная, нечеткая фигура. Что-то, что не похоже на отражение, но и не совсем ясно, что это. Отец считает, что скорее всего это блик объектива, но автор поста так не уверен. Тот факт, что фигура проявляется с разных углов, только добавляя загадки. Демон над умирающим пациентом. Снимок с камеры наблюдения в больнице. Пользователь Human Masterpiece опубликовал тревожный кадр, который, по его словам, был сделан с камеры видеонаблюдения в больнице. На снимке больничная палата, обычная, как тысячи других, но на одной из кроватей, где лежит умирающий пациент, заметна темная фигура, сидящая прямо у него на груди. Форма нечеткая, но очертания головы, рук и худого тела различимы. Существо выглядит изогнутым, с вытянутыми конечностями, пугающе похожим на демоническое существо из легенд и страхов детства. Я не знаю, правда это или подделка, но если это реально, то это одно из самых страшных изображений, что я видел, пишет автор. Некоторые комментаторы предполагают, что это может быть оптическая иллюзия или артефакт камеры. Другие уверены, на кадре запечатлен момент, когда что-то потустороннее пришло за душой умирающего человека, а кто-то утверждает, что на снимке запечатлен сонный паралич. Ночная смена в Таргет. Фотография с тенью, которой не должно быть. Пользователь The Zombie Behind You поделился историей, которая случилась с ним и его менеджером во время ночной смены в магазине Target. Все началось с обычного снимка. Он просто сделал фото внутри зала, но в кадре появилась тень, которой в реальности не было. Ни человека, ни объекта, который мог бы ее отбрасывать. И именно после этого начали происходить странности. Они с менеджером уже собирались уходить, как вдруг услышали звук, который не могли опознать. Я подумал, что это тревога, но звучало скорее как звон телефона, глухо, отдаленно, но неестественно. В этот момент внезапно загорелся свет на одной из касс самообслуживания. Никакого движения, никакого сигнала, просто включился сам по себе. Это было слишком.
Они почувствовали, как волна тревоги накрыла обоих, и решили немедленно уйти. Мы были по-настоящему напуганы, особенно после того, как поняли, на месте тени в реальности не было ничего. А с вами был канал Дом среди лавров. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и слушайте мою музыку. Все ссылки будут в описании под видео. А я вам желаю всего доброго и до встречи в следующих выпусках.